Добро пожаловать на наш канал. Сегодня поговорим про художника, чье искусство было смелым, а жизнь – драмой. От скандального романа с Сальмой Малер до изгнания нацистами, от войны до всемирного признания. Как он страсть и боль превратил в шедевры, изменившие экспрессионизм. Оскар Кокошка. Годы жизни 1886-1980. Австрийский художник, работавший в художественном направлении экспрессионизма, а помимо написания картин создавал театральные пьесы и преподавал в художественных академиях Зальцбурга и Дрездена. Но наибольшую известность в массовой культуре получил из-за своих неординарных и странных поступков и безумной любви к роковой даме Альме Малер, супруге или любовнице многих выдающихся деятелей австрийской богемы, композитора Густава Малера, архитектора Вальтера Гропиуса и писателя Франца Верфеля. Не устоял перед ее чарами и Оскар Кокошка, и любовь та была страстной и испепеляющей. Про нее любили упоминать многие глянцевые журналы, как мужские, так и женские, но на разный манер. Мужские журналы делали акцент на поведение Кокошки после расставания, когда он заказал куклу, копирующую, насколько это вообще возможно, саму Альму Малер и ходил с ней в театр, появлялся на богемных тусовках, разговаривал с ней и даже пытался кормить. К счастью для психического здоровья Кокошки, подобное помутнение было временным. Позже он признался, что уничтожил ее в приступе отчаяния. Женские журналы упоминали красивую историю любви и творческое вдохновение, которое оказывала Альма Малер на Оскара Кокошку. По их мнению, когда они не занимались любовью, то художник рисовал ее, и те картины были прекрасными, поскольку чувства художника были сильными и искренними, а его дарование неоспоримо. На деле все было несколько иначе. Кокошка действительно создал множество портретов Малер, но вряд ли их можно назвать безусловными шедеврами, зато у него было много других картин. Вдохновленный этими отношениями, одну из лучших своих полотен он посвятил Альме. Эта картина «Невеста ветра». Но все глянцевые журналы почти не упоминали о дальнейшей жизни художника, тихой, спокойной, продуктивной и его творчестве, которое не менее интересно, чем отношения с Альмой Малер. Сам Оскар в юности планировал стать химиком и даже поступил в соответствующее училище в Вене. Родители его в этом начинании поддерживали, так как если они сами не были художниками, то и сына своего там не видели. Родители на самом деле из простых людей. Отец Кокошки был ювелиром, правда не очень успешным и известным, но вполне рассудительным. Он полагал, химия – наука, за которой будущее, а значит, и хорошо оплачиваемая и востребованная работа. Намного больше вероятность, что художником сын будет всю жизнь нуждаться в деньгах, нежели прославится и станет по-настоящему богатым и знаменитым. Но Оскар любил рисовать и постепенно увлекается художествами все больше и больше. По рекомендации одного учителя посылает свои рисунки в художественно-промышленную школу Вены, те сразу занимают первое место. Оскар получает право на стипендию и, усмотрев в этом свое предзнаменование, решает перейти туда учиться, не спрашивая на то согласия родителей, поскольку они бы все равно не разрешили. Там он себя зарекомендовал как отличный иллюстратор. Ему доверили преподавать на вечернем отделении, когда он еще только учился на средних курсах, а к концу учебы Кокошка создал множество отличных рисунков и открыток. Но вскоре выяснилось, что его творчество чересчур новаторское и даже откровенно скандальное. И в 1909 году из школы его исключили за слишком смелые и откровенные иллюстрации. Пьеса, которую он сочинил, «Убийца Надежда женщин», в итоге принесла ему лишь новые неприятности.
Его исключили из художественных мастерских, где Кокошке давали заказы на написание всевозможных иллюстраций и открыток. Но он не отчаялся, а решил отправиться в ближайшую пивную, где на спор выпил больше всех пива. Там же находился и известный архитектор Адольф Лаос, которому было близко все модернистское и новаторское. Он представил Оскара своим богатым знакомым как отличного портретиста. Вскоре пришло и призвание. В Германии он создает рисунки для обложек известного журнала «Штурм», а когда вернулся в Вену, его вновь приняли преподавать в той же самой школе, откуда с позором выгнали. Кокошка искренне считал, что видит людей насквозь, умеет к любому войти в доверие, и в этом была доля правды. Как одаренный экспрессионист, на своих картинах он в точности улавливал внутреннюю сущность человека и максимально правдиво изображал ее. А потом был тот самый роман с Сальмой Малер, где всего было перебор. Кокошка написал ей 400 писем, неустанно рисовал ее портреты, постоянно устраивал истерики и скандалы. Любил до умопомрачения, ни на час не отпуская от себя. Эта любовь была отчаянной и страстной, слишком безумной для Альмы. Именно тогда он пишет свою лучшую картину «Невеста ветра», но самой Альме столь бурное проявление чувств надоело, и она покинула художника, переключила свое мастерство музы на другого гения. Оскар с горя ушел на Первую мировую войну, в одном из сражений его тяжело ранило в голову, а потом вражеский солдат еще проткнул легкое штыком, из-за чего его даже считали мертвым. Кокошка чудом выжил, но потерял память, много времени провел в госпиталях. Возможно, потому, вернувшись в Вену и слегка излечившись, он и заказал эту куклу, копирующую Альму Малер. Он будет наряжать ее в кружево и шелка, водить с собой в оперу. Лишь позже наступило полное выздоровление, как физическое, так и духовное. От куклы Кокошка избавился, а вскоре ему вновь стало вести. Выгодные заказы следовали один за другим. Он становится профессором Дрезденской академии и хозяином дома с огромной мастерской. В 1922 году съездит поучаствовать в Венецианской биеннале. Но вскоре все вновь бросает и отправляется путешествовать по миру на долгие 10 лет. В Германии к власти пришли фашисты, войны не принесли Кокошке ничего хорошего. Главным критиком Венецианской биеннале теперь стал Муссолини, а куратором немецких музеев – Гитлер. Картины Кокошки фигурировали на известной пропагандистской выставке «Дегенеративное искусство», организованной нацистами. В Австрии ему делать больше нечего, и в 1934 году, спасаясь от нацистского режима, он переезжает в Прагу. Там, в 1936 году, он познакомился с Олдой Палковской, дочерью юриста и ценителя искусства. Несмотря на значительную разницу в возрасте, Олда была младше художника на 29 лет. Между ними завязались глубокие отношения. Новая любовь, на сей раз тихая и умиротворяющая. Но с усилением нацистской угрозы в 1938 году пара решила покинуть Чехословакию. 18 октября 1938 года они переехали в Лондон, где в 1941 году обвенчались в бомбоубежище в Хампстеде. Поначалу было трудно, денег катастрофически не хватало, шли суровые 40-е годы, и Оскар писал акварельки, а его супруга пекла и продавала печенье. Но постепенно пришло признание, и в Лондоне его рисунки стали востребованы. После окончания Второй мировой войны его работы были представлены на выставке в Вене в 1945 году вместе с полотнами Климта и Шиле. В 1947 году его экспозиция с успехом прошла в Берне,
а в 1952 на Венской биеннале ему был отведен отдельный зал. Но чересчур бурная молодость сказалась. Художник устал от всего. Ему хотелось покоя и возможность писать незатейливые виды природы. В поисках тишины и стабильности Оскар и Олда переехали в Швейцарию. Они обосновались на небольшой вилле в Вильнёве на берегу Женевского озера, где прожили вместе 27 лет до самой смерти художника. Несмотря на сложную жизнь, Кокошка дожил до 94 лет. После смерти мужа Олда активно занималась сбором и систематизацией его работ, писем и дневников. Она передала их в Центральную библиотеку Цюриха и основала Фонд памяти Оскара Кокошки, обеспечив сохранение и изучение его творчества для будущих поколений. Оскар Кокошка был не только талантливым художником, но и бунтарем, страстным любовником и настоящим авантюристом. Его роман с Сальмой Малер, мрачная история с куклой и военные испытания сделали его живой легендой экспрессионизма. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.